Каждый день у ворот индийских военных появлялся взрослый тигр. Рыча, он медленно ходил возле забора, явно пытаясь привлечь внимание солдат. Мужчины в лагере не знали, что и думать. Несмотря на боевую подготовку, сражение с тигром не входило в повестку дня. Среди солдат было немало тех, кто имел неприятный опыт общения с этими хищниками в родных деревнях. Чего там хотел тигр? Почему он приходил в лагерь каждый день? Некоторые стали полагать, что тигр искал пищу и сканировал забор в поисках входа на базу. В лагере рос страх. В конце концов, он стал настолько сильным, что командир отряда почувствовал необходимость действовать. Он не мог стоять в стороне и смотреть, как его люди страдают от присутствия хищника и каждый день рискуют, что с ними что-то случится. Поэтому командир решил обратиться к зоологу в соседний город. Зоолог был очень удивлен, когда с ним связались военные. Помощь в решении такой экстраординарной проблемы не входила в его повседневную работу. Тем не менее, мужчина согласился отправиться на военную базу, чтобы помочь беспомощным людям. Он понятия не имел, чего ожидать. Когда зоолог вошел в воинскую часть, он почувствовал запах солдатского страха. Что-то явно было не так. Его сопроводили в каюту командира, где он был проинформирован о проблеме. Взрослый тигр каждый день ходит вдоль военного забора. Зоолог с трудом мог поверить в то, что услышал. Это было очень необычно для такого большого кота. Конечно, мужчина согласился помочь. Так, с помощью отважных солдат он стал фиксировать перемещение тигра, в какое время суток он выползал из густых индийских джунглей. Зоолог провел 2 дня, наблюдая за хищником, и пришел к смелому выводу. Он снова посетил командира в его каюте и объяснил, что он узнал, что тигр пытался привлечь внимание солдат и на самом деле не представлял угрозы. Зоолог попросил несколько часов, чтобы придумать план решения задачи. Командир терпеливо ждал, и как только солнце снова начало прятаться за деревья, зоолог огласил свой план. Он попросил группу самых храбрых и сильных солдат сопровождать его, чтобы выследить тигра. Поначалу командир не был убежден. Он боялся рисковать жизнями своих солдат из-за мнения предполагаемого эксперта. Однако, когда в лагере разнеслась весть о том, что зоолог ищет группу мужчин, многие вскоре вызвались добровольцами. И если выслеживание хищника было единственным способом заставить тигра покинуть лагерь, они чувствовали, что должны помочь. И командир согласился. Зоолог объяснил, на какой риск они идут. Мужчины согласились, что будут следовать его указаниям и при необходимости обеспечат защиту. Зоолог указал на важность сохранения спокойствия, если они хотят успешно преследовать тигра в густых и пышных джунглях. Когда стемнело, группа мужчин расположилась и стала ждать. Они были оснащены оружием и припасами, которых хватило бы на несколько дней. Только когда на небе появилось солнце, тигр в своей обычной манере выскользнул из джунглей. Он подошел к забору и начал свой ритуал хождения вдоль забора. Низкий рык испугал группу солдат, но зоолог их успокоил. Примерно через час тигр повернул обратно в джунгли. Теперь группа мужчин должна была приступить к своей опасной миссии. На безопасном расстоянии от хищника мужчины стали преследовать полосатую кошку. Изнуряющая влажность беспокоила солдат, которые продвигались все глубже и глубже в густые джунгли. Время от времени тигр останавливался и смотрел на группу. Он замечал мужчин, но не беспокоился, что они следуют за ним. Напротив, казалось, каждый раз, когда он поворачивался, он хотел убедиться, что они все еще следуют за ним. Однако с наступлением ночи тигр исчез. Поскольку другого выхода не было, солдаты осторожно разбили лагерь. Все по очереди высматривали угрозы. Когда на следующий день взошло солнце, тигра нигде не было видно. Разочарованная группа начала задаваться вопросом, не ошибся ли зоолог. Они думали, что тигр действительно заманил их на свою охотничью территорию. Но зоолог сохранял спокойствие
и уверял мужчин, что он хороший следопыт. Так что группа отправилась на поиски улик и вскоре нашла то, что искала. Затем группа пошла по следам тигра. Через некоторое время они остановились. Они услышали громкий шум. Они прорвались через опушку джунглей и нашли бурлящую реку. После недавних муссонных дождей было вполне логично, что река должна так бурлить. Зоолог забеспокоился, потому что следы остановились у реки. Это означало, что тигр переплыл реку. Но почему? Он знал, что тигры хорошие пловцы, но при такой бурной реке не было никакого смысла рисковать жизнью. В этот момент один из солдат взволнованно закричал. Вот он! Чуть выше по течению стоял их оранжево-черный полосатый друг. Он стоял рядом с каменистой местностью, которая, казалось, была вспахана паводковыми водами. Поэтому группа пробиралась вверх по берегу реки, чтобы найти безопасное место для перехода. Они нашли ровную каменистую тропу, ведущую к тигру. Они продвигались медленно, один за другим. Чем ближе они подходили, тем выше по течению шел тигр. Когда зоолог достиг другой стороны, он был полон решимости следовать за отступающим тигром. Но затем его отозвали солдаты. Сначала он их игнорировал, но потом на него стали кричать, пока он не обернулся. Солдаты указали на валуны, которые лежали там, где раньше стоял тигр. Двое мужчин начали удалять камни. Когда зоолог вернулся, солдаты объяснили, что слышали крики из-под камней. Поэтому вместе они попытались увидеть, что находится под обломками. Когда одному из солдат удалось вытащить один из последних застрявших камней, под ним открылась полость. Зоолог направил фонарик в темную бездну, и его приветствовали 4 глаза. Потом он понял, что это тигрята, застрявшие там, внизу. Он приказал солдатам быстро убрать все остальные камни. И действительно, в пещере сидели 2 маленьких тигренка. Стало ясно, что тигр не самец, а самка. Должно быть, она оставила своих детенышей в пещере, которую затем размыли речные воды. Вся вода оставила груду обломков, в которой застряли малыши. У тигрицы не было возможности освободить детей, поэтому ей помогли солдаты, разбившие лагерь в нескольких километрах от нее. Наконец-то они поняли, что ей нужно. Она кралась вокруг военной базы не потому, что была голодна или хотела вторгнуться. Она попросила помощи. Группа вытащила тигрят из пещеры и осторожно опустила их на землю вдали от бурлящей реки. Они услышали громкий рев вверх по течению и поняли, что тигрица видит своих детенышей и очень хочет к ним подойти. Поэтому они отступили за реку, как и пришли. Они терпеливо ждали, чтобы стать свидетелями воссоединения матери и ее детенышей. Это было зрелище, которого мужчины никак не ожидали. Мать подбежала к своим детенышам и тут же начала их гладить и вылизывать. Все это время ее маленькие детеныши голодали и звали свою мать. Когда солдаты увидели, что тигр счастлив, а тигрята в безопасности, они попрощались. С чувством, с триумфом они вернулись в лагерь. Командир поблагодарил зоолога, и весь лагерь праздновал его победу. С тех пор тигр не возвращался в лагерь, и солдаты знали, что мать и ее детеныши чувствуют себя хорошо. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.